Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Полнолуние в Козероге 3 июля. И мы рассмотрим период июля до 10 числа. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. Будем реалистами, конечно. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но мы с вами допускаем альтернативные варианты как развития событий, так и нашего восприятия. Поэтому давайте вот узнаем, как на меня влияет этот период. Вот, может быть, планетарные явления, которые будут связаны с полнолунием в Козероге. Кому интересно, вы можете посмотреть. У меня есть видео, перейти на главную страницу сайта, или я оставлю ссылку во вкладке сообщества. Итак, как на меня это влияет? Это будет первая карта. Оценка ситуации в целом. И дальше мы спросим, главное событие. Может быть, что будет главное, кульминационное за этот период? И каковы перспективы? Неожиданности или неожиданное событие? И что мне помогает? Давайте мы узнаем. Первая карта, как влияет. А все идет к стабильности. Вообще для вас основа во всем, наверное. Стабильность, где-то осторожность, исключение всяческого риска. Мы здесь больше укрепляем как и собственные позиции, так и можем от людей оценивать, кому я могу доверять. Вот именно через доверие, через какую-то материальную составляющую. Свою собственную материальную базу мы тоже, в первую очередь, наверное, по королеве Пентаклей, мы сохраняем, приумножаем, потому что деньги – это способ взаимодействия с миром, и как никогда это будет важно, наверное, в течение периода июля. Надо сказать, что да, и планетарные события нам тоже говорят, как и об осторожности, так и где-то о том, что, ну, наверное, в основе наших дальнейших успехов лежит наш сегодняшний какой-то стабильный период. И наши дальнейшие планы, безусловно, по королеве Пентаклей, у нас все, с одной стороны, под контролем, но это не есть совсем состояние статики. Все-таки по королеве Пентаклей вот тот райский сад, где находится эта королева, она построила своими руками. Это буквально наши какие-то планы должны быть приведены в действие. Мы должны что-то исполнить. Не есть здесь какая-то неожиданность, какая-то синкопа. И значит, в целом на общий этот период до 10 дней, а ведь это полнолуние как раз нам дает ощущение как стабильности, порядка, какой-то структуры. И для вас это дважды будет иметь значение. Ну, давайте узнаем. Главное, каково событие. И правда, нет неожиданности. Если есть какие-то моменты, которые нас будут скорее радовать, или это будет получение конкретных денег, или какие-то договоренности, новые перспективы с вашими друзьями, но те друзья, имею в виду, которые либо, ну, как ваша личная жизнь проходит, что я имею в виду, может быть, ваша дружба и отношения еще не оформлены. Здесь может быть смена статуса где-то, через деньги, через отношения, через какой-то порядок, структуру, ну и, наверное, вообще в целом две карты стабильности и материального успеха, достатка, как и в главных событиях, так и в основном событии. Значит, все то, что мы уже сделали до этого момента, мы должны сохранить. И как-то, ну, ставить перед собой те задачи, когда это мы все развиваем и увеличиваем. Все как будто в рост. Давайте узнаем перспективы. Праздник после победы, мои дорогие, правда, все под контролем. Четверка жезлов – это не только карта якоря, это еще тот якорь, когда мы остаемся собой довольны. Разделить праздник с друзьями, правда, может быть, у кого-то будет, ну, знаете, как победа своего рода в решении какого-то вопроса. Или просто это будет какая-то дата, когда мы можем себе позволить этот праздник. Может быть, мы будем куда-то приглашены, и ведь здесь тоже об этом нам говорят. Или мы просто останемся довольны, что в какой-то сложный период времени мы могли как выстоять, как сохранить что-то, так и идти вперед. Вот этот прогресс, он по карте королевы Пентаклей изначально подразумевается. Когда мы
из своей ментальности делаем, создаем какую-то реальность. И вот она реальность, и вот он праздник. Значит, этот 10-дневный период для вас, мои дорогие, по крайней мере, все три карты нам говорят, как и на сохранение уже заданных позиций, так и на приумножение и где-то какой-то тезис, план мы можем корректировать уже на будущее в зависимости от той обстановки, которая вокруг вас, может быть, складывается. Ну, давайте посмотрим неожиданные события. Вот исключить всяческую возможность риска. Особенно для вас, мои дорогие овны, не рискуйте собой, не находитесь. А если вдруг так судьба сложится, да, или обстоятельства, что вы оказались в какой-то толпе, или когда большое скопление народа, массы, то, что мы говорим. Есть такая фраза «меня несет толпа». Вот такого быть не должно. И если вы оказались в такой ситуации, значит, вам как будто нужно абстрагироваться от этой толпы, в другую сторону. Вот по карте Луна как раз проигрывается тот момент, когда мы оказываемся в гуще каких-то событий, разворачивающихся. И мы тогда не контролируем ситуацию нашей собственной жизни. И в этом можем мы совершить какую-то оплошность, и поэтому где-то предвидение, наша интуиция, подсказки шестого чувства, так и избегание каких-то двойственных, сложных ситуаций, мутных отношений, непонятных людей, которые два пишем, три в уме оставляют. Сами мы собой не рискуем, помним, тайное станет обязательно явным по этому периоду железно. Поэтому как исключить риск для собственного блага, не рисковать своим собственным именем, так и, в принципе, в отношении людей быть очень аккуратному, потому что как через спешку к нам приходит элемент риска, да, также и вот через эту толпу, как я уже сказала. Но карта Луна прекрасно проигрывается вот ко всему тому, что у нас в верхнем ряду. Про тепло домашнего очага, про наш отдых, уделить внимание, может быть, своим собственным планам или дать себе передышку. По этой карте очень хорошо, знаете, как восстанавливать силы, душевное равновесие, потому что сам по себе период, нам об этом тоже говорит карта Луна, он такой еще может быть зыбко непонятный, ведь Луна это как сумерки или туман, мы не видим что-то наверняка, поэтому определяться в первые 10 дней с чем-то или принимать чье-то предложение точно не стоит. Человек может измениться, обстоятельства изменятся, а мы будем втянуты в какой-то процесс, который в последующем мы скажем, да мне туда не надо. И поэтому вот уделяем всему тому, что нам выпадает в верхнем ряду, как своему собственному достатку, собственному уюту, отдыху, своего рода перезагрузка с построением планов на будущее. И давайте мы узнаем, что нам помогает. Вот опять же, карта эгоиста. Все то, что я сейчас сказала, суммирует карта и говорит, побудь где-то эгоистом. В хорошем смысле. Побалуй себя чем-то, отдохни. Может быть, позволь себе как и вдохновиться чем-то, да, мы говорим, что всегда королева Пентаклей – это ментальность, которую в последующем мы превращаем в реальность. Все начинается с какого-то плана или бизнес-проекта, или с какой-то нашей задумки, или внутреннего инсайта. Вот интересна какая-то тема, я хочу это осуществить в жизни. И, в принципе, у нас все получится. Но сейчас нам нужно восстановить силы. Или, может быть, для себя самого, поблагодарить себя самого за выдержку, за терпение, за умение держать осанку на любых поворотах судьбы. И часто по карте эгоиста не имеется в виду, что мы делаем какие-то крупные покупки. Что нам помогает? Как раз когда мы деньги-то не тратим, потому что 9. Преддверие перемен. Будут перемены. Обе карты нам про перемены последующие. И правда, этот период, пока полнолуние в Козероге, он не продлится вечно. И окончание даже, может быть, с середины июля, там уже ожидаемо такой период турбулентности, может быть. У каждого, конечно, по-своему. Все будет зависеть еще от той, точнее, обстановки, где вы находитесь. Но вот этот период относительной стабильности нужно использовать для того, чтобы восстановить силы, так и увидеть, что есть по факту. Сложно будет с чем-то определяться именно в течение первой декады, но если мы где-то восстановим душевное равновесие, восстановим физические силы, какой-то психоэмоциональный баланс, побалуем себя каким-то пустячком, словно закрепив вот эту самую победу, или
как подтверждение, купим себе, может, сувенир, ну или сделаем для себя что-то такое удивительное. Может быть, вы хотели пойти на массаж всегда, да, но вы откладывали, а тут вот позволяет возможность как будто, ну или у каждого ж своя какая-то задумка. То есть вот здесь нужно сделать для себя то, что прежде я отказал или отложил на потом. И для вас это будет в последующем как напоминание, что выстоял какой-то период, или выдержал, или решил какой-то вопрос, и закрепил его вот этим самым успехом, вот этим элементом как будто собственного поощрения. Это будет для вас очень важно. В целом благоприятный период, поэтому это только 10 дней. Посмотрите обязательно видео, там есть по гороскопу для вашего знака зодиака, для овнов. Ну и в целом, чем характеризуется этот период начала июля, который связан с полнолунием в Козероге. И я думаю, вы переложите на какую-то свою ситуацию, и подсказки для вас будут. Будьте счастливы и любимы всегда.